Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Вы, конечно, помните, как из целой кучи мелких лоскутков мы очень быстро нашили много квадратов, состоящих из двух треугольников. Цвет произвольный, как получится. Из этих квадратов собрали и простегали большое полотно. Размер получился 130 на 130 сантиметров. В принципе, на этом уже можно и остановиться. Полноценное детское одеяло. Только закрыть бейкой открытые срезы. Но теперь представьте, что хозяин одеяла немного подрос, или вы просто хотите увеличить размер уже готового полотна. Я шью именно по такой технологии, потому что мне физически тяжело работать с большим полотном на бытовой швейной машинке с узким рукавом. Увеличивать размер будем за счет отделочной рамки, широкой каймы. Готовим сэндвич. Ткань для обратной стороны, синтепон, красивая яркая ткань. Конечно, верхнюю часть каймы можно тоже сделать лоскутной, но мне не хочется отвлекать внимание от затейливой центральной части. Все слои скалываем булавочками. Конечно, на этой кайме можно выполнить затейливую стежку. Но здесь и так все ткани очень пестрые, поэтому сделаем самое простое. С помощью линейки через каждые 15 сантиметров нарисуем линии и соединим их под углом. Стежку сделаем именно по этим линиям. Это быстро, просто, а при такой пестроте ткани такие простые геометрические зигзаги будет самое то. Приступаем к сборке. Для этого нам понадобятся вспомогательные бейки, полоски тканей. Одна шириной 5 сантиметров для лицевой части, а для изнаночной ширина будет 3 сантиметра. Этот способ соединения я уже не раз показывала на канале. С обратной стороны приставляем узкую бейку лицом к лицу, а с лицевой стороны широкую бейку, сложенную вдвое. Прокладываем строчку на ширину лапки. Посмотрите, какая конструкция у нас получается. Таким образом обошьем сразу две противоположные стороны большого лоскутного одеяла. На следующем шаге к нижней узкой бейке приставляем подготовленную кайму. Строчку прокладываем на ширину лапки. И посмотрите, как это соединение выглядит с изнаночной стороны. Последний штрих ткани расправляем, двойную бейку отгибаем и закрываем ею все открытые швы и соединения. Получается очень красиво и аккуратно, что с лицевой, что с обратной стороны. Расширяющую кайму пришиваем сначала с двух противоположных сторон, а потом уже будем закрывать длинные стороны. Шить таким образом сплошное удовольствие. Основная масса лоскутного огромного одеяла лежит с левой стороны, а в рукаве швейной машинки только узкая отделочная кайма. Завершающий шаг. Бейкой 5 сантиметров обошьем открытый край. Обратите внимание, в самом начале край бейки подогнем.
Когда дойдем до угла, 7 миллиметров не дошиваем до края. Разворачиваем все полотно на игле, поправляем ткани и выкладываем угол. После этого шьем дальше. Свободный край бейки подшиваем также на швейной машинке. Отгибаем его на обратную сторону лоскутного одеяла, подтягиваем, дважды подгибаем и прокладываем строчку. Шов по лицевой стороне должен ложиться в стык между тканями, а потом он закроется наплывающей тканью и не будет заметен. И уголочки тоже аккуратные и красивые. Лоскутное одеяло получилось роскошное, очень большое, 190 на 205 сантиметров. Центральный лоскутный фрагмент притягивает к себе все внимание. С изнаночной стороны ставила вязь с ненавязчивым рисунком. Вот такая красота из мелких лоскутков и ненужных обрезков у меня получилось. Конечно, пришлось поработать, но я очень довольна. Эксклюзивная, красивая, функциональная вещь. Такую нигде не купишь. Чем еще ценно лоскутное одеяло? Тем, что с каждой тканью, с каждым лоскутком связаны воспоминания. В этом одеяле я использовала разные ткани, и совсем новые, купленные в магазине, и остатки кроя, лоскутки из моего советского детства. Моя мама шила себе платья, халаты, постельное белье, обшивала нас, детей. Эти выпады кроя я тоже использовала в работе. И при взгляде на лоскутное одеяло мозг находит эти знакомые ткани, заставляет вспоминать. И мы возвращаемся к своим истокам. Думаю, что именно поэтому лоскутные одеяла так дороги мастерицам. Они согреты теплом сердец. Всем тепла и уюта, добра и сердечного спокойствия. Подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!